Вообще-то я в отличной форме. «Один дома» – американская рождественская комедия, появившаяся на экранах в 90-м году. Фильм уже более 30 лет является классикой семейного кино и настоящим атрибутом новогодних праздников наряду с елкой и мандаринами. Как снималась всеми любимая комедия и что стало с актерами фильма, мы расскажем вам в этом видео. Микс-шоу представляет. Что стало с актерами фильма «Один дома»? Идея написания сценария фильма пришла Джону Хьюзу в 1989 году во время съемок картины «Дядюшка Бак», в которой одну из ролей сыграл Маколей Калкин. Сцена, где герой Калкина общался с другим персонажем через щель почтового ящика, навеяла сценариста на мысль о создании фильма с белокурым мальчиком в главной роли. Только вот о чем именно будет эта картина, Джон придумал во время реальной семейной поездки в Европу. Составляя список необходимых для путешествия вещей, он задался вопросом: а что могло произойти, если бы один из детей остался дома? Хьюз начал активно развивать эту тему, в результате чего написал сценарий всеми любимой комедии. Джон Хьюз также стал продюсером фильма, а режиссером Крис Коламбус, находившийся на тот момент в отчаянном положении. Коламбус не раз в интервью благодарил Хьюза за то, что тот, по сути, вернул его в кинематограф. К слову, получив новый карьерный старт, режиссеру позднее доверили создавать мир магии и волшебства в первых двух фильмах о Гарри Поттере. Создатели фильма «Один дома» долго искали подходящий дом и нашли его в деревне Уинетка, штат Иллинойс. Это был дом обычных американцев, снаружи идеально подходящий для МакАлистеров. Но внутри было слишком мало места для съемочной группы. Поэтому интерьеры, которые мы видим на экране, это заново возведенный дом прямо внутри спортзала местной заброшенной школы. Там же соорудили декорации салона самолета, а в других помещениях работали члены команды. Интересно, что фильм «Ангелы с грязными душами», который смотрел Кевин, был снят специально для этой комедии и в реальности не существовал, как многие думали, в том числе и Маколей Калкин. Также на снимке подруги База была запечатлена не девочка, а переодетый мальчик. Авторы поступили так, чтобы не обижать прекрасный пол. Изначально не предполагалось, что комедия будет настолько успешной. Киностудия Warner Bros. Даже закрывала проект, считая его провальным. Но боссы студии «20 век» Fox оказались дальновиднее. Эта авантюра хорошо окупилась. «Один дома» при бюджете $18 миллионов собрал более 476 миллионов по всему миру. Интересно, что, выйдя на экраны ко Дню Благодарения, вместе с очевидно успешным «Рокки 5», фильм получил разгромные отзывы критиков, назвавших его нелепой комедией. Однако цифры говорили сами за себя. «Один дома» бил своих конкурентов по сборам неделю за неделей. К моменту, когда показ ленты в кинотеатрах закончился, она была признана третьим самым кассовым фильмом в мире, а также вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самая кассовая американская комедия всех времен. В 1992 году на экраны вышел сиквел «Один дома 2. Затерянный в Нью-Йорке». В общей сложности в мировом прокате он собрал $359 миллионов. Для съемок второго фильма необходим был шикарный отель, и для этого лучше всего подходила гостиница «Плаза», владельцем которой был Дональд Трамп. Бизнесмен согласился на съемки, но за это потребовал роль в фильме. Таким образом, на экране и появился мужчина, подсказывающий дорогу Кевину. Простите, где тут вход? По коридору и налево. Спасибо. Позднее выходили и другие части, но уже с другим актерским составом. Однако ни одна из них не смогла повторить успех двух первых фильмов. А сейчас мы подробнее расскажем об актерах, сыгравших ключевых персонажей фильма, и о том, как сложилась их судьба. Привет! Маколей Калкин, главная звезда культовой комедии, родился в многодетной семье несостоявшегося актера Кристофера Калкина, который всеми силами пытался сделать из своих детей знаменитостей, и Маколей внушал наибольшую надежду. Еще до появления в фильме «Один дома» мальчик успешно снялся в нескольких картинах, одна из которых «Дядюшка Бак».
Как уже было сказано, сценарий фильма «Один дома» был написан под Маколия Калкина. Однако Крис Коламбус все же провел кастинг среди сотни мальчишек. Основным конкурентом Маколия был актер Джеффри Уайсман, который хоть Кевином и не стал, но получил эпизодическую роль соседского мальчика. Калкин великолепно справился с ролью Кевина и стал известным на весь мир. За съемки в первой части он получил $100 тысяч, а за работу во второй его гонорар повысили до 4,5 миллионов. Мальчика начали активно приглашать в другие киноленты и платили за это колоссальные суммы. $1 миллион за роль в фильме «Моя девочка», 5 миллионов за триллер «Добрый сынок», по 8 миллионов он получил, сыграв в картинах «Как справиться с отцом» и «Богатенький Ричи». В результате Маколей Калкин попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокооплачиваемый актер-ребенок. Отцу юного актера, который также выполнял роль менеджера, этого было недостаточно. Он требовал все большие гонорары и выдвигал немыслимые требования. И это привело к тому, что мальчика перестали приглашать в кино. Да и сам Калкин устал от съемок, ему хотелось обычного детства. С ровесниками мальчик почти не общался, ведь мало кто мог понять, каково это быть звездой мирового масштаба. Лучшим другом Маколия был Майкл Джексон, тоже познавший славу в юном возрасте. Юный актер снялся в клипе «Поп-короля», ездил с ним на гастроли, выступал в его защиту в суде и даже стал крестным отцом 3 детей Джексона. Будучи взрослым, Маколей не смог реализовать себя так же успешно, как в детстве, и это привело к депрессии и употреблению наркотиков. Поклонники Кевина с ужасом наблюдали, как Калкин разрушает свою жизнь. К счастью, парень справился со своими проблемами и смог вернуться в кино. К последней успешной работе можно отнести роль в сериале «Американская история ужасов». Кроме того, он основал кавер-группу и завел подкаст на YouTube. После неудачного брака с актрисой Рэйчел Майнер и не сложившихся отношений с Милой Кунис, которые едва не привели актера к суициду, его личная жизнь тоже наладилась. Сегодня он счастлив в браке с актрисой Брендой Сонг, и вместе они воспитывают дочь Дакоту. В 2018 году Калкин снялся в рекламе Google, в которой повторил знаменитые сцены из фильма «Один дома». После чего многие предполагали, что актер появится в 6-й части комедии. Но этого не произошло. С Рождеством, любимый. Кэтрин О'Хара. Канадо-американская актриса, сценаристка и режиссер, которая начинала с озвучивания мультфильмов. До появления в рождественской комедии в роли матери Кевина актриса снялась в оскароносном фильме «Битлджус», который стал ее первой серьезной работой. Успешно сыграв в 2 частях фильма «Один дома», актриса еще долго ассоциировалась с этой ролью, хотя и не переставала сниматься в других проектах. Перезапуск ее карьеры произошел в 2015 году благодаря главной роли в сериале «Шитс Крик». За эту работу Кэтрин получила больше наград, чем за все предыдущие. Это и «Золотой глобус», и «Эмми», а также премия гильдии актеров. Сегодня фильмография актрисы уже превышает 100 работ. Тем не менее, она продолжает активно сниматься в кино и озвучивать мультфильмы. Личная жизнь Кэтрин также сложилась удачно. Почти 30 лет она живет в счастливом браке с художником-постановщиком Бо Уэлшем. Пара воспитывает 2 сыновей, Мэтью и Люка. Привет. Привет. Это вы, мистер МакАлистер? Да. Тот мистер МакАлистер, что живет тут? Да. Отлично, с вас пересчитается 122,50. Джон Хёрд. Американский актер театра и кино Джон Хёрд начинал свою деятельность в Чикагском театре. До появления в комедии «Один дома» в роли отца главного героя фильмография Джона уже насчитывала порядка 40 работ, успешными среди которых были киноленты «На пляже», «Большой» и «Пробуждение». Тем не менее, именно роль Питера МакАлистера принесла ему мировую известность. С конца 90-х годов Хёрд в основном снимался в сериалах, самым известным среди которых стал «Клан Сопрано». В этом сериале актер сыграл коррумпированного полицейского и получил за эту роль номинацию на Эмми. Джон Хёрд был женат 3 раза. Первый брак с актрисой Марго Киддер продлился всего несколько месяцев. После развода у него были отношения с другой актрисой Мелиссой Лео, которая родила ему сына Джона Мэтью. А вот во время съемок фильма «Один дома» актер уже состоял в браке с Шэрон Хёрд. И за 8 лет супружеской жизни у них появилось 2 детей – Макс и Анника. Третьей женой Джона стала Лана Причард, но и этот брак продлился всего 7 месяцев. И к концу 2010 года актер вновь стал холостым.
В 16 году в жизни Хёрда произошло горе. В возрасте 22 лет умер его сын Макс, а спустя полгода в июле 17-го оборвалась жизнь и самого актера. Причиной смерти стал сердечный приступ, который случился через несколько дней после перенесенной операции на спине. С Рождеством тебя! Джо Пеши. Американский актер и певец Джо Пеши до появления в фильме «Один дома» уже был неимоверно популярным. Его фильмография включала множество выдающихся работ, таких как «Бешеный бык», «Смертельное оружие 2» и «Славные парни», за роль в которой он получил Оскар. Роль злодея в фильме «Один дома» изначально была предложена Роберту Де Ниро и Джону Ловитцу, но оба от нее отказались. После утверждения Джо Пеши на роль грабителя Гарри актер сделал все возможное, чтобы максимально вжиться в роль. Вне съемочной площадки он всячески избегал Калкина, чтобы мальчик на самом деле его побаивался. А однажды на репетиции Пеши переборщил и, притворяясь, что кусает ребенка за палец, действительно укусил его, оставив ему на память шрам. Но оно того стоило, игра актеров была на высшем уровне. Свой талант и мастерство Джо продолжал проявлять и после выхода второй части комедии. Чего только стоит его выдающаяся игра в криминальной драме «Казино». Но в 1998 году за роль в фильме «Смертельное оружие 4» Джо неожиданно был номинирован на антипремию «Золотая малина», после чего объявил о завершении карьеры. Однако вернулся в кино спустя 8 лет, в течение которых не дал ни одного интервью. В 19 году после долгих уговоров актер согласился сняться в фильме «Ирландец», который был удостоен 10 номинаций «Оскар», одна из которых была присвоена Пеши за лучшую мужскую роль второго плана. Возможно, на этой приятной ноте актер решил окончательно завершить свою карьеру, так как после «Ирландца» больше в фильмах не снимался. Сегодня Пеши большую часть жизни посвящает музыке, которую любит с детства. Джо был трижды женат. У него есть дочь Тиффани, которая, по некоторым сведениям, страдает психическим расстройством и вынуждена жить в специализированной клинике. Пришел Санта-Клаус. Видела Снегурок? Дэниел Стерн. Американский актер Дэниел Стерн с детства мечтал об этой профессии и успешно в ней реализовался. Он дебютировал в кино в 1979 году и сразу с главной роли в картине «Уходя в отрыв», которая получила награду «Золотой глобус» как лучший фильм. В рождественской комедии «Один дома» Стерн был утвержден на роль грабителя Марва с самого начала, но к моменту съемок отказался, так как его не устраивал гонорар. Тогда создатели фильма предложили эту роль Дэниелу Робуку. Но в процессе съемок режиссер понял, что Робук и Пеши совершенно не смотрятся вместе, и буквально умолял продюсера все же взять на эту роль Стерна, и не прогадал. Стоит отметить, что роль недалекого грабителя стала лучшей в его карьере. К успешным работам актера, вышедшим позднее, можно отнести роли в комедиях «Измученные походом» и «Очень дикие штучки». С 2000-х годов Дэниел стал реже сниматься в кино и показал себя в новых амплуа – режиссера и сценариста. В личной жизни актер проявил себя как замечательный семьянин. Еще в 80-м году он женился на Лор Маттас, которая родила ему 3 детей. Их сын Генри стал сенатором от Калифорнии, чем Дэниел невероятно гордится. Сегодня Стерн занимается скульптурой, которая была его страстью еще в молодости. При этом актерскую деятельность он не прекратил и продолжает сниматься в кино. Если ты уйдешь, будешь спать на 3-м этаже. Да, со мной. Киран Калкин. Роль Фуллера, кузена Кевина, стала для самого младшего среди актеров фильма «Один дома» дебютной. Киран – родной брат исполнителя главной роли и снялся в фильме благодаря отцу, который поставил создателям фильма условие, что Макколей сыграет Кевина, если только найдется роль и для Кирана. На момент съемок мальчику было всего 7 лет, и он даже не понял, о чем был фильм. Еще больше он удивился, когда на премьере увидел, что его старший брат Макколей – настоящая звезда и главный герой комедии. Стоит отметить, что после выхода фильма «Один дома» карьера Кирана сложилась удачнее, чем у его знаменитого брата. Отец мальчика и по совместительству его менеджер не возлагал больших надежд на младшего сына и не оспаривал условия контрактов, как в случае с Макколеем, поэтому ему доставалось больше ролей. Настоящий прорыв наступил, когда Киран снялся в главной роли в драме «Великан» вместе с Шерон Стоун. Актер был трижды номинирован на премию «Золотой глобус», и 2 из этих номинаций он получил благодаря сериалу «Наследники».
первый сезон которого вышел в 2018 году. В этом сериале актер продолжает сниматься и по сей день. В личной жизни Кирана также все в порядке. В 2013 году он женился на Джаз Чартон, которая родила ему дочь и сына. Ладно, хватит этой проявления эмоций. Открываем подарки. Дэвин Рэтрей. Дэвин Рэтрей в рождественской комедии сыграл старшего брата Кевина База. Дэвин родился в семье актеров и о чем-либо другом, кроме актерской славы, даже не мечтал. Впервые мальчик появился на экране в 9-летнем возрасте и к моменту съемок фильма «Один дома» уже обладал определенным опытом. После оглушительного успеха киноленты Рэтрей ожидал, что его карьера устремится вверх. Но, к сожалению для актера, он стал заложником одной роли. Парня приглашали сниматься в фильмах, только вот они были короткометражными или низкобюджетными. А если киноленты являлись серьезными, то роли в них Дэвину доставались эпизодические. Мало того, роль База преследовала его и в реальной жизни. По воспоминаниям актера, юные поклонники фильма «Один дома», встречая его на улице, часто говорили, что ненавидят его, так как Баз обижал Кевина. Хотя в реальной жизни актеры дружили. В 2021 году Дэвин Рэтрей повторил роль База МакАлистера, ставшего офицером полиции, в фильме «Один дома 6». Только вот кинолента получила катастрофически низкие оценки зрителей и претендует на звание худшей картины года. Также Рэтрей состоит в музыкальной группе, в которой он выступает как автор, вокалист и гитарист. О личной жизни актера ничего не известно. Он не посещает светские мероприятия и не отвечает на назойливые вопросы журналистов. Папарацци сумели узнать только то, что актер холост. Ты всех посчитала? 11 со мной. 5 мальчиков, 6 девочек, 4 взрослых, 2 шофера и дофига чемоданов. Кристин Минтер. Американская актриса, фотомодель и продюсер в фильме «Один дома» сыграла Хезер, старшую из детей семейства МакАлистеров. Актриса до сих пор снимается в кино, только вот ее роли в основном второго плана, и оглушительного успеха ей не принесли. К ее лучшим работам можно отнести сериалы «Скорая помощь», «Менталист» и «Это мы». На данный момент Кристин не замужем, и о каких-либо отношениях ничего не известно. При этом актриса считает себя счастливой. У нее есть 3 собаки, с которыми она проводит свободное время. Ложись! Майкл Марронна. Джеффа, брата Кевина, в фильме сыграл американский актер Майкл Марронна. Другими его известными работами стали роли в кинолентах «Закон и порядок» и «Приключения Пита и Пита». Майкл с детства мечтал об успешной карьере актера, но, к сожалению, вершин славы так и не достиг. Парню в основном предлагали сниматься в рекламных роликах и музыкальных клипах. Вскоре у него опустились руки, и он сменил сферу деятельности, став осветителем на телевидении. Марронна женат и воспитывает сына. Придурок распустил нюни из-за чемодана. Что, мне пожать ему руку? Сказать «поздравляю»? Ты идиот? Но я не идиот. Правда? Ты ничего не умеешь. Хиллари Вульф. Хиллари Вульф в рождественской комедии сыграла сестру Кевина Меган. После выхода фильма «Один дома» она получила главную роль в киноленте «Большие девочки не плачут, они дают сдачи». Но, несмотря на успех, фильм «Один дома 2» стал последним в ее карьере, так как актерская деятельность была для девочки всего лишь увлечением, а вот главной страстью оставался спорт. В 1994 году Хиллари стала чемпионом мира по дзюдо среди юниоров, а в 1996 и 2000 годах защищала честь США в составе американской олимпийской команды. Сегодня Вульф замужем за спортсменом Крисом Саба, вместе с которым тренирует молодежь по дзюдо и борьбе. Супруги воспитывают 2 сыновей, а в 2017 году опытная мать написала книгу «Не такая уж дзен-мама», в которой делится секретами воспитания детей. О своем решении уйти из кино Вульф никогда не жалела. Таких, как ты, французы зовут «les incompetents». Чего? Анджела Гаталс. Роль Линни МакАлистер стала для юной актрисы не первой совместной работой с Маколием Калкиным. Ранее дети вместе снимались в кинолентах «Уравнитель» и «Ракета на Гибралтар». Однако в сиквеле «Один дома 2» Анджела не появилась. Девушка также снялась в известных фильмах «Джерри Магуайр», «Испанский английский» и «В чужом ряду». Признание критиков ей принесла главная роль в комедийном фильме ужасов «За маской. Восхождение Лесли Вернона». Однако вершин славы она так и не достигла. В последние годы Анджела практически не снимается в фильмах, а посвящает себя семье.
Она замужем за актером Расселом Содером, вместе с которым они воспитывают дочь. Мы наверняка не успеем, речь через 45 минут, так что все это напрасно. Будь оптимистом, Фрэнк. Это ты будь оптимистом, я буду реалистом. Джерри Бэмон. Джерри Бэмон – американский актер и драматург, который в основном играл второстепенные, но яркие роли. Одна из которых «Дядюшка Фрэнк» в фильме «Один дома». К известным кинолентам, в которых появился Джерри, можно отнести «Масло Лоренцо» и «Вердикт за деньги». В 2015 году актер завершил свою карьеру. Бэмон давно разведен с режиссером Эмили Манн. У них есть сын Николас. Как сегодня живет Джерри Бэмон, неизвестно, так как он не ведет публичную жизнь. С Рождеством. Роберт Блоссом. Старика Марли, поначалу так пугавшего Кевина, в первоначальном сценарии ленты не было. Его добавили, чтобы история получилась более душевной, а исполнять эту роль доверили актеру и поэту Робертсу Блоссому. В юности Робертс воевал на Второй мировой войне, затем учился на терапевта, но в итоге решил стать актером. Его фильмография насчитывает порядка 50 фильмов, а роль в комедии «Один дома» входит в число его лучших работ. В конце 90-х актер завершил карьеру и посвятил себя семье и написанию стихов. Он был женат на Беверли Шмидт Блоссом, и в браке родилось 2 детей – Дебора и Майкл. В 2011 году Роберт скончался от инсульта в возрасте 87 лет. О, Кевин! С Рождеством! Бренда Фрикер. Роль одинокой женщины с голубями во второй части культовой комедии сыграла ирландская актриса Бренда Фрикер. К тому моменту она уже была обладательницей Оскара за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Моя левая нога». После выхода фильма «Один дома 2» Фрикер продолжила актерскую деятельность и пополнила свою фильмографию такими успешными кинолентами «А я в душе танцую», «Замыкая круг» и «Прощание». Сегодня жизнь актрисы очень напоминает историю ее знаменитого персонажа. Бренда также одинока. После развода с режиссером Барри Дэвисом в 90-м году она больше не вышла замуж и не стала матерью. Актриса признается, что канун Рождества дается ей очень непросто. Она не выходит из дому и отмечает праздники перед телевизором вместе со своей собакой. Я люблю вас. Придумайте что-нибудь поинтереснее. Я люблю вас. Тим Карри – английский актер и певец, который исполнил роль консьержа в фильме «Один дома 2», затерянный в Нью-Йорке. Его фильмография насчитывает порядка 200 работ, а начал Тим свою творческую деятельность с участия в театральных постановках королевской шекспировской труппы. Самыми известными работами в кино можно считать роль доктора в фильме «Шоу ужасов Рокки Хоррора» и злого клоуна в киноленте 90-го года «Оно». Успешные роли злодеев и стали причиной приглашения Тима на роль подозрительного менеджера отеля, где останавливается Кевин. После выхода фильма актер продолжил активно сниматься и пополнил фильмографию такими успешными кинолентами, как «Заряженное оружие» и «Тень». В 2012 году Карри перенес обширный инсульт, в результате чего теперь передвигается на инвалидном кресле. Тем не менее, он продолжает работу актером озвучивания, в основном злых и одиозных персонажей. В 2016 году снялся в фильме «Шоу ужасов Рокки Хоррора», который является ремейком одноименной ленты 1975 года. Тим холост и никогда не был женат. Детей у него также нет. Бытует мнение, что актер нетрадиционной ориентации. Однако ни подтверждений, ни опровержений этому нет. Известно только, что он дружил с Фредди Меркьюри и даже, будучи заядлым садоводом, проектировал его сад. С Рождеством, сэр. Славная семейка. Роб Шнайдер – американский комедийный актер, сценарист и продюсер, предки которого были родом из Российской империи. Роб начинал свой творческий путь с написания сценариев для популярного телешоу Saturday Night Live, после чего его начали приглашать в комедийные сериалы и фильмы в качестве актера. Первой успешной работой в кино стала именно роль забавного швейцара во второй части фильма «Один дома».
Большую популярность актеру принесла главная роль в фильме «Мужчина по вызову». А вот за его сиквел Роб получил антипремию «Золотая малина». К успешным работам Шнайдера можно отнести комедии «Убрать перископ», «Животные», «Цыпочка» и «50 первых поцелуев». В конце 80-х Роб был женат на модели Лондон Кинг, которая родила ему дочь Элли. После 2 лет брака пара развелась. В 2011 году актер женился во 2-й раз на телепродюсере Патриции, которая спустя год родила ему дочь Миранду Скарлетт. В 2015 году семья начала сниматься в ситкоме «Реальный Роб», основанном на их жизни. Однако после 2 сезонов съемки прекратились из-за рождения 2-й дочери Мэдалин Робби. Сегодня актер продолжает сниматься в фильмах и телевизионных проектах, преимущественно в стендап-жанре. Шнайдер пробовал себя в качестве режиссера и сейчас вместе с супругой работает над комедией о приключениях отца и дочери. А какой персонаж полюбился вам больше всего? Если вам понравилось видео, ставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить много интересного.